Всем привет, друзья! Мы едем на работу в деревню Демидово. Дождь идет целый день. Не знаю даже, как будем проезжать сейчас этот участок 2 километра. Но я надеюсь, что мы проедем, не застрянем. Смотрите, какая красивая пора осенняя. Если бы не дождь, вообще была красота. Ты чё? Тоже любитель снимать? Смотри, тот крас едет. Или это другой? Тот, да? Мы уже как раз его встречаем. Блин. Грязища такая от него полетела. Приветствую вас, друзья. Поближе. Это я на себя, когда камеру поворачиваю, значит поближе. Приветствую. Сань, поприветствую. Привет. Я закачал карты на Вителовский, свой этот путеводитель, который мне Леха подарил, подписчик. Теперь у нас есть помощник в дороге. Старолетово. Мы едем в магазин, в который еще ни разу не ездили. Что там, Сань? Вон домик маленький, прикольный. Старый. Так, а где же этот магазин-то? А там указатель был. А, вон еще указатель, может подальше. Супермаркет, по-моему. Это продукты. Сань, нужно молоко купить, хлеб. Что еще? Уважаемые односельчане, убедительно просим вас выносить ваш мусор по вторникам. Погнали, Сань. Гречку еще хотел взять у вас. А гречка Которая разваривается. Есть такая? в пакетиках есть. Почему она 55 рублей? Ну давайте. А там сколько килограмм? В пакетиках. 5 пакетиков. Ну давайте. И еще этот лимонад дайте, бутылочку, полторушку. Так, лимонад там какой? Ну вот, лимонад написано. А, Полтора. просто лимонад коричневый. Да, да, да. Такой пойдет, да? Да. Саня, что ты за кепсель купил? Сколько там еще доплатить надо? 409, нет. А, не надо. Чтоб не Ваши замерзать. 500. Саня, Замерзать, в новом потом наряде. А село как называется ваше? Старолетовый. Старолетово? А, ну мы как выезжали, там было. Так, 91 рубль ваш сдача. Сань, бери. Чек. Так, это не забудьте. Спасибо, до свидания. До свидания. Старолетово. Там, смотри, церковь маленькая есть. Старолетово. Ну что, погнали теперь пробиваться в деревню свою Демидово. Что ты говоришь? Смотри, что? Дерево желто-желтое. Где? Не понял. Что за херня? Сань, что ты на мороженое потянуло? Бывает, хочется. Мороженое стали есть. Тут нужно внимательно сейчас ехать, держать за руль. Сзади машина тоже едет. Давай, наверное, его пропустим. Давай, ну на джипе, да? На Хундай, да. Ну, давай его пропустим. Дай мороженое. Мое. Это твое. Почему оно меньше, не понял. Такое же, я тебе говорю, мое в левой руке баб. Ты ешь, а я не ем, и мне меньше. Ты, наверное, подменил. Что делать? Я не знаю, может привет, не привет. Он туда справа поехал. Право? Да нет, скорее всего, полноприводный. Поехали за ним. 4 ВД. Полноприводный.
Так что ничего, у нас тоже танк едет. Тут видишь, песочек еще. Так, вторую. Смотри, он по прямой прям. А там до поля вообще нахуй сядешь. Да? Блядь. Там вообще раскисло, Конечно. смотри. Хотел туда поехать. Мне кажется, мы оттуда не поднимемся. Потому что оттуда, смотри, подъем. Все разгонишься. Да ты как ты разгонишься, смотри, носит как. Это хорошо, что мы под бугор едем. Он датчик идет уверенно, даже его не кидает ничего. Вот этот участок нам нужно проехать. Смотри, вот тоже носит. Куда он нахуй едет? Вообще что ли, нахуй? Он не видел нас вообще, да? Не видел? Конечно, он ехал вообще, если он не постоянно въебал бы нам. Я вижу, он едет и едет. Ты посмотрел резко по тормозам сразу. Да? Ну, он не подумал, что там может кто-то сзади едет. Или баба за рулем. Не баба, мужик. Потому что свет не горит. Смотри здесь. Как вот, неужели, ёп, пизда, нахуй сейчас будет, блядь. Вылезли. Неужели нельзя этот участок сделать? Все-таки люди живут, ездят. Дурдом полнейший. Не у каждого же джип есть, правильно? Там вообще... Мы отсюда не выехаем, Саня, если такая погода будет. Не выйдем. Ну спасибо, хоть уже сделали мост, а то и на мосту можно было слететь с моста. Прибыли. Саня пошел продукты относить. Я сейчас переоденусь, будем работать. Слава богу, хоть проехали. Могли бы остаться там. Уже пауки паутину плетут. Смотрите. Бабье лето началось. Не успели уехать, уже жилье для пауков. Так, сейчас уже времени сколько, посмотрим. Ходили, кофе попили. Поздоровались с тетей Ниной. Нордик приехал. 12:30. Поставил лазер. Сейчас будем проверять точность. Ну так уже на глаз видно, что все нормально. Ну лучше подстраховаться. Все проверить, чтобы идеально было. Сань, ну что, мешай раствор. Одно ведро песка. И, ну сам знаешь там как. Мы сейчас поднимем вот до этого уровня, до дверцы. Все там заложим, базальтом закроем, все там четко все. А потом будем дверцы устанавливать. Или можно потом дверцу установить, чтобы не заляпать. Посмотрим сейчас по ходу дела. Саня, ты водичку принес? Тепло? Тепленько. Смотрите, друзья, мы тут дверцы установили. Сейчас помоем. Все падает, смотрите, позаляпал. Здесь вот подоконник отрезали. Сделали зазорчик сантиметр. Ну вот, смотрите, как будет проходить. Отлично. На улице темно уже. Здесь вот 2 ряда ложил, наверное, больше часа. Положил, разобрал.
у нас целая конструкция. В кирпиче прорезали отверстие, полоску прорезали, и прямо на этот уголок сначала базальтом его укутали, армирующую ленту вот так вот положили, потом немножко раствора и прям насаживали. Я думаю, будет нормально все держать. Конечно, если бы еще одна шпилька была, можно было что-нибудь придумать. Сань, я сегодня буду здесь спать. А ты там. Чистите печень народными средствами? Попробуйте заменить их на Ависол. А где Нордиос? Современные натуральные средства способствуют Форте Амала. Он отличается высоким Привет, друзья. содержанием глицина, усиленного витамина Мы развиваемся. мозга. Качество гарантировано международным стандартом. Саня развивается на компьютере. Амала. Да? Почувствуйте разницу. Курить пойдешь? Туалет курить. Леха курить бросил. А он молодец. 2 недели не курит. Саня, вон 2 пачки Винстона у него были, он отдал. Он сказал, и ту забери. расскажет, что он делает. У него еще характер очень такой, это самое, своевольный. А вот Иринка нет, она затянулась и никак не может бросить. Не знаю, я Надо бросить. когда бросил, когда брошу. Чего было, когда... Я смогу сказать, что я бросил, когда год не покурю, тогда я точно скажу, что я бросил. А так я никогда не зарекаюсь. Потому что я не уверен, брошу или нет. То скажешь, бросил, Саня, выключи, жарко дома. а сам потом закуришь. А тут не посмотришь, надо на экран выводить. Здесь камера без монитора. Никакой экран тебе А у тебя сделает. большая камера. Здесь только этот экранчик маленький, чтобы настройки делать. Это потом на компьютере он может просматривать через нее. На тот раз это, Алексей, ты это самое сбрасывал, что ли? Он мне показывал, как вы ехали отсюда по дороге. А это он в интернет заходил и уже смотрел. На ютубе. На ютубе это вы можете попросить, он опять зайдет в интернет. У него тут ловит интернет, а у меня тут нет. Только когда выезжаем, вот туда на дорогу у меня появляется только сеть. Всем привет, друзья. Второй день работаем. Сань, поздоровайся. Саня тащит чайник, будем чаек пить. Не знаю. Утро у нас солнечно, классно. Ночью морозец был небольшой. Даже вот иней еще тает. Гуси полетели. Подожди, я сейчас поймал в объектив. На юга полетели, да? Пошли, да? Ага. Вон там много впереди. Быстро летят, да? Угу. А там это вторая стая полетела? Их 3 стаи, вон сама пера, самая большая. Вожаки. Вон, я даже не заметил. Да, там их еще говорю. Быстрее надо было. Кто-то на юга летит, а кто-то будет зимовать. Вот еще один. День, смотри. Стрелой как-то летят, да? Ну там вожак же у них. В каждой стае свой вожак, да? Угу. Кто-то не долетит, да? Угу. А сколько, интересно, километров они пролетают? Не знаю, откормленные все. Кричат во все горло. Курлыкают, там ждут кого-то. Ну да, вон кучка собралась уже такая нормальная. Соберут и пойдут. Соображают, да? Что нужно стая лететь. Сейчас покурлыкают, все соберутся и путь дорожку. Сань, я здесь подмел, нужно будет это убрать. Так, Александр раствор сделал. Сейчас будем выкладывать. Сань, нужно 6 кирпичей по 21, вот шоколадный отрезать по 21 сантиметру. Так, а воду тогда лучше будем набирать, открывать. Да, сейчас здесь вот 3 ряда сделаем. Здесь еще подымем ряд. Вчера я тут думал, как сделать красивее. Все-таки, наверное, 3 ряда будет после дверца. И потом пойдет на ребро кирпич, полочку. Выдвинем на сантиметр где-то.
Вот здесь вот сейчас еще нужно дымосборник сделать. Дымосборник будет рядов 7-8 примерно. Огнеупорного кирпича навряд ли хватит, но хотя бы немного, а здесь уже дальше пойдет красным. Задвижка это вот так будет, чтобы рукой можно было доставать. Дверцы укрепили вверх только. Низ будем сверлить и внизу укреплять позже. Так что вот такие вот работы у нас происходят. Быстро просыхает, да? Они еще вчера курлыкали, я выходил. Это может другая партия. Ну, конечно, они там собираются партиями и улетают. Интересно, куда они летят? На Сочи, что ли? Не знаю, куда они летят, если честно. Или в другие страны? Смотри, какая трава, Сань. Можно коровку заводить. Зачем ее вот косить, зря выкидывать, да? Это газон покупной. А что, коровы не едят эту траву? Знаю. Да едят, какая разница, какая трава. Трава, она и в Африке трава. Вот, смотрите, какое дерево, друзья. Столетнее по-любому. Да, погода супер вообще. Кружатся, еще ждут. А, вон, смотри, Сань. Вон летят, да, несколько гусей. Они, может, уже много летят, да? Ну как несколько? Там еще вон банда собралась, смотри. Смотрите, как я делаю, друзья. Отступаю 3 сантиметра. Здесь с этой слева-справа я по 3 уже делаю, а здесь 2. Отступаю, метки делаю, карандашом прочертил. Удобнее так выкладывать. Вот смотрите. Вот укладываешь кирпич уже по черте намеченной. Эта стенка всегда ровно идет. Эти сужаются 3 стороны. Это. Получается дымосборник. Эту часть можно вообще не срезать, и эти не влияет на тягу. Самое главное вот эта часть, газовый порог. Течение трубы у нас будет 150. Вот я уже подвел практически. Кирпич не особо ровный. Камин практически готов. Вот. Последний ряд дымосборник. Ставить можно трубу и будет работать. Но помимо этого еще нужно будет облагородить. Здесь противопожарную стенку сделать. Здесь вот сделать красиво. Помыть хорошо. И тогда уже будет 100% готов. Так что, друзья, вот такой камин получается. Всем пока. До новых встреч.